Калибр — это новый тактический экшен про современный спецназ, где победителя определяет не только сноровка, но и слаженная командная работа. Играй штурмовиком, снайпером, бойцом поддержки или медиком. Беспощадно уничтожай силы противника и не забывай прикрывать спины братьев по оружию. Игра вышла в открытую бету, так что смело качай Калибр по ссылке в описании, совершенно бесплатно. А пройдя обучение, ты получишь 1800 кредитов уже на старте. Всем привет! В этой части я продолжу клеить матрицы. Простым языком это формы, по которым в будущем сделаю кузов квадры. Также попробую новые материалы и технику изготовления. Логично, что форма будет составная, иначе из нее было бы невозможно вытащить склеенный кузов автомобиля. Пока я не знаю, из скольких составных частей будет готовая форма, но думаю, их будет в районе 20. Перед тем, как продолжить работу над матрицами, подготовлю среднюю часть. Пока она будет сохнуть, покрытой эпоксидной смолой, буду изготавливать матрицы передних крыльев. Как и раньше, для укрепления верхнего слоя покрасил среднюю часть кузова эпоксидной смолой. Из-за ширины машины сложно дотянуться до центральной части крыши. Нужно либо ставить мост, либо научиться летать. А ведь ее нужно еще шпаклевать и заклеивать стекломатом. Крылья уже подготовлены для снятия матриц, и их нужно всего лишь выделить из общей детали с помощью малярного скотча, клея и ПВХ-листа. На этой части решил попробовать сделать соединение шип-паз и из пластилина сделал пару шипов. С их помощью формы будут правильно между собой стыковаться и не будет сдвигов. Но скорее всего это будет тестовый образец, так как за счет болтов и закладных пластин форма не должна никуда деться. Наглядно я покажу это, когда соберу форму в следующих частях на металлическом каркасе. Вот и обещанный в прошлой части разделительный спирт. Густая жидкость, которая после высыхания оставляет на поверхности разделительную пленку. Этой жидкостью нужно обильно обработать место съема детали. Она бесцветная, и это усложняет работу. Лучше еще раз пройти губкой, чем потом матрица намертво прилипнет к болванке. В инструкции написано, что нужно наносить спирт губкой, но обычную губку состав разъедает. Вот такую пленку дает высохший разделительный спирт. Параллельно буду делать матрицы двух крыльев. В прошлой части я использовал зеленый матричный гель, от которого отказался в пользу обычного гель-коута для деталей. Форма из матричного геля способна выдержать несколько тысяч изготовленных в ней деталей. Мне такая прочность не нужна, максимум 1-2 детали про запас, на случай, если в ходе эксплуатации повредится бампер или порог. Этот гель-коут после высыхания становится прозрачным, и я решил заколеровать его зеленым колером, так будет гораздо удобнее с ним работать. Смешал его с отвердителем и покрыл им детали. Так как на дворе не май месяц и в мастерской уже прохладно, использовал инфракрасную лампу для ускорения схватывания полиэфирной смолы. Пока все это дело сохнет, затру на данный момент высохшую эпоксидную смолу. Купил себе небольшого помощника, орбитальную шлейф-машинку, так как работы с наждачной бумагой за весь проект будет очень много, а тереть руками не самое приятное занятие. Также всю работу по доработке смолы проводил с водой. После обработки поверхности наждачкой опять вернулся к крыльям. Теперь на гель нужно уложить стекломат. Приобрел его сразу оптом в 40-килограммовом рулоне.
В этот раз его я буду прикатывать с помощью специального валика, который сделаю сам из 16-мм шпильки. Просверлил в центре отверстие и надел шпильку на ручку от засохшего валика, перед этим нарезал на ней резьбу и сделал ограничитель. Вот такой практически заводской прикаточный валик получился. Также для проекта взял оптом сразу 100 кг бюджетной полиэфирной смолы с отвердителем. Замешал в правильной пропорции и стал укладывать стекломат на крылья. Оказалось, валиком намного удобнее клеить стеклопластик, идет меньше расход смолы и слои более плотно расположены друг к другу. Но это только на ровных участках, на остальных неровных поверхностях разминал стекломат руками, так он легче принимает нужную форму. Во время работы на перчатки налипает огромное количество волокон стекломата. Весь инструмент мыл и хранил в растворителе, так с помощью одной кисточки можно сделать много деталей. Другое крыло клеил стекломатом, который рвал на нужные куски, а не резал, как в прошлый раз. Это оказалось куда удобнее, так как не нужно каждый раз бегать и нарезать нужное количество материала. А неаккуратные края всегда можно срезать болгаркой. В этой части попробую еще один новый материал, который называют стеклорогожий. Он плетеный и плотный, а рисунок плетения напоминает карбон. Он не нужен для финишных слоев, придать детали дополнительную толщину, а следовательно и прочность. Перед его укладкой наждачной бумагой нужно убрать все иголки с поверхности. Пока я не стал приклеивать закладные пластины и варить металлический каркас. Хочу сначала склеить всю матрицу, а потом уже думать, как все это состыковать на каркасе. Следующей деталью будет бампер с его сложным рельефом. Он тоже будет клеиться по частям. Отграничил относительную переднюю плоскость и нанес уже в этот раз гель-коат в 2 слоя. Сложную поверхность ребер буду клеить волокнами, которые подготовил заранее. Они не имеют между собой связи и не тянут друг друга, как вот, например, цельный кусок стекломата. На очереди передние углы, которые будут состоять из 2 форм, верхней и нижней. Убрал все от бортовки и оставил один шип-паз ради теста. Для разграничения деталей нужно приклеить лишь одну отбортовку, остальными бортами выступят ранее склеенные детали. Хочется поскорее все снять и посмотреть, что же получилось, но пока нельзя, сначала нужно склеить всю матрицу. С мордой я закончил, и теперь на очереди средняя часть, в которой есть также сложные элементы, такие как двери и дверные проемы. Прошлая банка шпаклевки у меня закончилась, и я приобрел еще 2. После этого стал дорабатывать поверхность. После обработки поверхности нужно восстановить линии двери, которые благополучно остались под шпаклевкой. Стеклопластик в таком объеме имеет приличный вес, сразу усилил пороги дополнительными упорами из пенопласта. Начну отделение двери с болгарки, продолжу ножом и линейкой.
Смотрю я на эту дверь и пока даже не представляю, как я буду делать привод для нее. Но скорее всего будет крюк, как у лампы дверей и рельсы в самой двери, чтобы дверь выходила из своего места с помощью крюка и двигалась по рельсам к заднему колесу. Звучит сложно, но думаю, это можно будет реализовать. Да и хотелось бы сделать дверь автоматической, ну и чтобы открывалась с кнопки. В общем, поживем увидим. А пока нужно подготовить дверной проем, нарастить ему нужную толщину. Увеличил толщину на 10 см за счет обрезков пенопласта. Думаю, этого хватит, так как следом за порогом идет еще одна консоль. Защитил пенопласт эпоксидной смолой и сразу стал шпаклевать автомобильной шпаклевкой. Получился толстый слой шпаклевки, который немного разогрелся при схватывании. Далее все затер наждачкой и получился такой проем. На этом видео подходит к концу. Сегодня в день выхода видео у меня день рождения, и лучшим подарком для меня будет ваша поддержка, лайки, репосты и комментарии. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующем видео.